Всем привет! Это Ольга. Я сейчас решила записать для вас небольшое видео. Пока я тут гуляю, давно я ничего не записывала. И хочу вам дать такой небольшой лайфхак, прием, не знаю, как назвать. Как можно обогатить свое портфолио за счет нового такого подхода. Не столько нового в принципе, сколько, может быть, для вас он будет новым. Это поместить свою работу в окружающее пространство и сфотографировать ее там, да, или сделать видео. Что это такое, зачем это нужно? Я вообще сама просто люблю это делать. Кто знаком немножко с моим творчеством, заходите в мой инстаграм, если вы не знакомы. Я часто сама делаю, там, я помещаю свои рисунки, или какие-то объекты. Раньше я делала больше каких-то объектов. И потом я их выношу и фотографирую в пространстве. И получается взаимодействие, получается новый контекст. Вообще есть разные направления в искусстве современном, которые нужно знать хорошо бы, да? Если вы художник, это есть такие направления, связанные именно с пространством, да, как институт, это по-французски это называется, по-английски это, наверное, то же самое, что site-specific project, то есть когда какие-то предметы искусства, да, объекты, они либо создаются специально для какого-то места, либо туда помещаются, они могут помещаться в разные места города, там, природы. И за счет этого они по-другому начинают работать, несут какие-то новые смыслы, появляются какие-то новые значения того же самого предмета. То есть он как бы существует не сам по себе, а уже связан с тем пространством, куда мы его поместили. И мне очень нравится эта тема. Я много таких смотрела художников, которые этим занимались, занимаются. И это еще просто очень хороший способ обогатить свое портфолио. То есть, если вы даже просто пишете картины маслом, особенно учитывая, да, например, местности, например, как наши здесь местности, Санкт-Петербург, уже видите, да, такое освещение, хотя сейчас всего лишь там 4 часа дня, все очень плохо со светом, да, в это зимнее время. И зачастую дома просто вы не сможете хорошо сфотографировать свою работу. А если вы ее вынесете, да, и поэкспериментируете немножко с пространством, это вам самим может помочь, может дать вам какие-то совершенно новые направления и идеи в своем творчестве. То есть вы можете вынести свою работу в городское пространство, да, поставить на какую-нибудь скамейку там среди зданий, архитектуры, да, а может быть вы вынесете вот как бы в такое какое-то пространство и сфотографируете ее на фоне воды или деревьев. И вы сами почувствуете, к чему вас больше тянет, и вообще сама работа, да, где она, и что это дает. Можете потом уже поразмышлять на эту тему, да. И иногда просто очень неожиданные получаются вещи. То есть я вообще всегда говорю, что искусство — это эксперимент. Для меня это самое интересное в искусстве — это вот именно пробовать и не зная еще, что получится из этого. То есть, на мой взгляд, иначе, как бы не очень интересно, если вы просто все время воспроизводите одно и то же, да, одно и то же, одно и то же. Тут у каждого свои могут быть цели, да, свои поиски, тут уж каждому свое, да, но это вот один из способов, где вот это может быть даже в формате блокнота. То есть я, например, часто хожу с блокнотом, это как вообще люблю гулять, и не всегда это все предсказуемо. И это может быть рисунок, сфотографированный вот так где-то в пространстве. Красиво, да, конечно, хорошо бы, чтобы там было хорошее все-таки освещение. То есть сейчас я так показываю, сейчас, конечно, освещение не очень. Я бы там не стала сейчас фотографировать, например,
да, и выкладывать потом. Хотя тоже бывают неожиданные моменты. А, То есть вот это может быть как просто, да, способ оживить свое портфолио, внести в него что-то новое. И советую смотреть художников, то есть чтобы это не было голословно. А, Есть очень много художников этого направления, и это может быть намеренно. То есть здесь вот тоже надо изучать эту тему и смотреть, и думать, что вы хотели этим сказать. И здесь могут появиться новые какие-то моменты. То есть когда вы помещаете, например, вашу картину в город, да, и может появиться, если там есть какое-то изображение, да, вот оно начинает взаимодействовать как бы, с темой города или с теми там знаками, какими-то предметами, которым оно там, да, в том же кадре, да, находится. То есть здесь нужно прям внимательно изучать потом, смотреть, что вам нравится, да, что вам не нравится. Может быть, вам не понравится там в городе, но вам понравится, вот как я люблю, например, как у меня иногда рисунки сочетаются с линиями деревьев, и получается такое продолжение, как некий такой живой коллаж, фото-коллаж, не знаю, то есть это уже как бы некий формат такого коллажа получается, где я соединяю и пространство, и рисунок, и все это еще соединяется в фотографии, например, да. Вот так рождаются новые идеи, новые проекты. То есть не обязательно, да, подходить всегда очень традиционно к вашему портфолио, даже если вы работаете в достаточно традиционных там медиумах, как, не знаю, там холст масло, вы можете подойти к этому, да, современный немножко подход за счет самой съемки и подачи, да, и это всегда дает какие-то новые смыслы, новые идеи. Вот это то, что я хотела вам сегодня сказать. Вот пишите, если что, какие у вас есть вопросы, потому что когда есть вопросы, мне очень интересно на них отвечать. Ну вот, наверное, на этом пока все. Вот с таким вот зимним приветом. До встречи.